Добрый день, дорогие раки! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на сентябрь 2024. Дорогие, включайте VPN, если у вас есть сложности с просмотром этого видео. Присаживайтесь поудобнее, а я расскажу, как начнется осень 2024 года для вас, но пока лишь про сентябрь. Осенний гороскоп выйдет следом после сентябрьского. Итак, у нас в сентябре на небе разворот Урана и его ретроградное движение, вхождение Плутона в Козерог, новолуние, полнолуние, которое открывает коридор затмений. И все это у нас в сентябре. Да, ребят, период на самом-то деле очень эмоциональный, поэтому здесь скажу, что на всех раков разных декад, да, но эти все события будут влиять. Итак, по порядку, раки первой декады – это те, кто родился в июне, раки второй декады, кто родился с 1 по 10 июля, и раки третьей декады, кто родился с 11 июля и до знака зодиака Лев. Поехали! Самое первое, у нас ретроградное движение Урана, он разворачивается 1 сентября, и здесь история очень сильно мощная, двигательная, история с новаторствами, особенно все то, что хотелось внедрить последние полгода, и не было вот такого особого какого-то желания, да, или же то, что сделали, но показалось, что сделали мало. Так вот, здесь история про то, что у раков третьей декады как раз-таки будет время на реализацию. Уран связан с проектами будущего, информационными технологиями, аналитическим трудом, сложными знаниями, большими компаниями, группами. То есть здесь раки третьей декады прекрасно внедряйте, будет вам хорошо. Точно так же 1 сентября у нас разворачивается, да, я бы так сказала, входит обратно Плутон, он входит в Козерога последний раз на нашей с вами памяти. Больше его 250 лет не будет в этом знаке, поэтому, ребят, понимайте, что сейчас Плутон возвращается в Козерога и будет оказывать очень мощную оппозицию на Солнце в транзитных картах у раков третьей декады. Да, ребят, сказать, что здесь как-то вот будет легко, нет. Если вы не почувствовали, что уже идет вот это напряжение, да, от Плутона в последних неделях августа, то сейчас в сентябре почувствуется прям очень хорошо, очень сильно, очень мощно. Будет казаться, что обстоятельства очень сильно заставляют менять свою точку зрения, менять свое мышление для того, чтобы быстро перестроиться под обстоятельства. Забегаю вперед, именно для раков третьей декады этот момент будет актуален на всю осень 2024, слава богу. И потом раков третьей декады именно этот аспект Плутона отпустит. Посмотрите, за что у вас отвечает Плутон в натальной карте, в каком доме он находится, управителем какого дома является, для того, чтобы понимать, какие именно обстоятельства будут в вашей жизни меняться резко, кардинально. Это финальная петля Плутона, поэтому здесь, ребят, если уроки, связанные с Плутоном, не были пройдены ранее, то здесь, конечно, первая неделя сентября почувствуется для раков третьей декады достаточно сложноватой. Что касается положительного, естественно, да, здесь, конечно же, Нептун в ретроградных, в последних градусах рыб, и прекрасно все-таки дает вот это воодушевление, вдохновение что-то делать, двигать, создавать. Поэтому здесь я бы так сказала, что раки третьей декады не все так будет плохо на почве Плутона. Все-таки здесь и Уран, и Нептун будут очень сильно помогать, но здесь необходимо ускориться, внедрять нечто новое, старое будет отваливаться, поэтому здесь особо сильно не грустите и не создавайте себе, я бы так сказала, эмоциональных качелей, потому что в принципе энергия будет такая достаточно продуктивная. Для раков второй декады скажу, что в прекрасном аспекте расположен Сатурн. Действуйте, внедряйте, будут легко идти сложные дела, дела, за которые не хотелось браться, дела, которые, я бы так сказала, вы откладывали на подальше,
и думали, что ну, вдруг не получится. Наоборот, берите планку выше, потому что Сатурн именно уже даже со 2 сентября у нас новолуние будет в Деве, но Солнце при этом будет в оппозиции с Сатурном. И здесь история того, что для рака второй декады первая неделя сентября будет очень даже продуктивной. То есть не будет такой мощной, сложной, конечно, как у раков третьей декады, но вот здесь будет именно продуктивность. Поэтому я вам хочу, ребят, сказать, что первые 2 недели сентября у рака второй декады будут такая очень мощная рабочая обстановка. Конечно же, если вы будете работать. Если вы решите не работать, просто плыть по течению, тогда это продуктивное время просто упустится, оно не будет сложным, просто обычные текущие дела будут решаться вот как бы нормально, да. Но зачем тратить это время просто так, когда можно прям сесть с начала сентября, вот новолуние у нас 2-3 сентября, все в зависимости от того, в каком полушарии вы живете. В одном это еще 2, в другом это уже 3, да, поэтому здесь, ребят, понимаете, новолуние в Деве заставляет нас создать четкий план и следовать ему. Это новолуние очень классно, шикарно повлияет именно на раков второй декады и зарядит на 2 недели этого месяца. Раки же первой декады, здесь история, я бы так сказала, немножко сложноватая. Вот этот вот Нептун, который в 30 градусе рыб, будет давать такое напряжение лени. Здесь у нас еще и в первой неделе сентября Марс меняет знак с Близнецов на Рака, и это случится 5 сентября. И вот как раз таки Марс этот будет в квадратуре с Нептуном. Эта квадратура на самом-то деле лени, когда у нас нет мотивации, когда нам не хочется что-то делать, делать что-то продуктивное, делать то, что на самом-то деле нужно, но при этом здесь, ребят, скажу, что кармические узлы расположены в квадратурах к ракам первой декады, и не просто так на этих узлах торчит Лилит, Венера, и здесь история наших страхов, наших переживаний, чего мы боимся очень глубоко в своей душе и прячем это еще дальше. Вопросы с отношениями, вопросы, почему мы не идем вперед. И эта история будет раздражать, особенно в новолуние эта история такая будет очень явная, да, начнется это больше, когда Марс именно войдет в Рака с 5 сентября, и здесь такой будет раздражающий фон, потому что Марс, когда идет в Рак, это история того, что мы хотим, вроде как мы пытаемся со всеми договориться, а получается, что нас не слышат, нас не понимают, и вот нам хочется агрессивить, нам хочется доказать свою правоту, ругаться не получается, мы уходим в депрессивное состояние, то есть это будет вот так. Не скажу, что эта история будет однозначно вот так. Естественно, все те, кто будут мудростью вытягивать эту ситуацию, кто будут договариваться, понимать свои страхи, решать свои проблемы путем переговоров, путем договориться. Я именно про близкие отношения сейчас говорю, потому что очень часто раки не идут в развитие в социум, в общество именно из-за отношений с близкими. Не хочется их портить. Поэтому здесь, дорогие мои, понимайте, что первые 2 недели сентября будут для раков первой декады такие достаточно сложноватый в плане того, что необходимо будет прям вот эта мудрость, понимание, осознание процессов, потому что новолуние 2 сентября, оно такое достаточно четкое. И здесь я бы для всех раков, неважно, 1 вы, 2 или 3 декады, как раз таки настоятельно рекомендовала четко себе признаться, что вы хотите сделать, потому что это новолуние как раз таки у нас перед коридором затмения, да? Это новолуние в Деве, и оно всегда, новолуние в Деве требует от нас честности. Плюс еще на момент новолуния Солнце начнет сходиться в оппозиции с Сатурном, а это всегда честность. Это всегда за правду. И чем честнее вы будете с собой, естественно, чем честнее вы будете с близкими, да, и тем продуктивнее будут вот эти 2 ваших недели перед коридором затмений. Почему вот все перед коридором затмений говорю? Потому что для раков эта история очень на самом-то деле важная. Коридор затмений начинается у нас с 18 сентября, заканчивается 2 октября. Начинается с лунного затмения, у нас это полнолуние в рыбах, да, заканчивается у нас солнечным затмением в весах.
И эта история, вот эти 2 недели, я не скажу, что они будут какие-то прям очень сложные, нас заставят делать какие-то дела, которые нам не нравятся, нет. Эти 2 недели будут абсолютно эмоциональными, потому что перед такими мощными событиями рак — это знак зодиака, у которого 2 управителя — Солнце и Луна. И, естественно, вы же понимаете всю мудрость и философию ситуации, да, что как раз-таки у нас и полнолуние, и новолуние, и солнечное, лунное затмение — это как раз-таки абсолютно про раков. То есть здесь 100% эмоциональный фон. И плюс у нас еще сразу после коридора затмений, когда он начнется с 19 числа, Венера начнет съезжаться в квадратуре с Плутоном, а с 23 сентября Венера вообще перейдет в Скорпион, и здесь история уже совершенно такая, другие выяснения отношений, да, то есть больше переход на манипуляции, на финансы, на претензии такие более сложные, более напряженные, да, когда хочется выиграть эту битву, я бы так сказала. Поэтому здесь для того, чтобы, потому что меня уже очень многие спрашивали, как пройдет коридор затмений, как повлияет на нас. Скажу так, что это эмоционально будет такой коридор. Начинается он не просто так с лунного затмения, где Луна в соединении с Нептуном. Эта история будет очень эмоционально сложная для раков первой декады, но при этом эмоционально, я бы так сказала, воодушевляющие для раков третьей декады. То есть все те моменты, которые вы с начала месяца не уясните себе в голове, все, что связано с вашей работой, реализацией, потому что здесь накладывается множество еще аспектов и с Плутоном, и с Ураном, да, для раков третьей декады. Поэтому здесь, я бы так сказала, коридор затмений поможет прийти как раз-таки к тем мыслям, к своему развитию, потому что вот этот осенний коридор затмений, я скажу так, что очень сильно будет отсвечивать весенний коридор затмений, который начнется с 14 по 29 марта 2025 года. Тогда будет точно такое же положение аспектов, тогда будет точно такое же напряжение. И сейчас, я бы так сказала, такая будет мощная репетиция. Да? С плюсами все-таки выйдут раки третьей декады, раки первой декады будут в сложном таком эмоциональном фоне. Да? Если вы будете в этот эмоциональный фон сами себя, я бы так сказала, заталкивать. Да? Поэтому здесь, еще раз говорю, постарайтесь максимально честно себе ответить, что вы хотите вообще от своей жизни, потому что сентябрь вообще, в принципе, начинается от четкой такой позиции новолуния, когда нужно себе честно признаться, кто я, какую хочу свою жизнь, как я хочу видеть свою профессию, вообще, в принципе, как я хочу выглядеть, да, потому что дева — это еще наш и внешний вид, наша красота, наша витальность, здоровье, наше ощущение себя, это наше физическое тело, оболочка. Плюсом еще управитель девы — это Меркурий, который в этот момент времени как раз-таки на новолуние будет во Льве. Поэтому, если вы спросите меня в сентябре, как же там нам учиться, сразу вам говорю, ребят, в первую неделю сентября будут очень сложно даваться моменты, связанные с усидчивой работой, с работой, где необходимо вот сесть, подготовить, перелопатить кучу документов, выискать ошибки. Будет это, в принципе, просто сложно, потому что Меркурий до 10 сентября будет находиться во Льве, а это оратор, то есть первые 10 дней сентября получится очень хорошо выступать на публике, кому-то что-то доказывать, как-то пробиваться, активно коммуницировать, договариваться. Получится очень хорошо. Блеснуть своими знаниями тоже получится прекрасно, да? А вот за документы сесть, что-нибудь усидчивое делать, да, это с 10 сентября, пожалуйста, там еще Меркурий будет в оппозиции с Сатурном, прекрасно, ребят, работайте весь сентябрь оставшегося времени. Но при этом понимайте, что не пылите, не заставляйте деток, тоже, я бы так сказала, сразу прийти, сесть за парту и гением себя прочувствовать сложно будет входить, наоборот, вот это состояние в начало
начало сентября будет такое активное, зато прекрасно познакомиться, задружиться со всеми, блеснуть знаниями, если кто-то занимался, да, то есть здесь история того, что наоборот пробивные способности будут хорошо идти, плюсом у нас еще, конечно же, Плутон входит в Козерога, а это такая очень мощная пробивная сила, такая жесткая, поэтому первая неделя сентября будет такой достаточно напряженной. Что касается сентября, дорогие раки, скажу, что сентябрь, небольшой спойлер, да, будет месяцем, который открывает эту осень. И я скажу, что по положению аспектов и планет здесь история, конечно, очень важно именно пройти первые 2 недели сентября. То, как вы вольетесь, я бы так сказала, в сентябрь, потому что у нас и новолуние прям в самом начале месяца, да, требует от нас четкости, планомерности, чтобы вот мы сдерживали как минимум свои обещания, да, тогда и коридор затмений пройдет не настолько напряженным, потому что для раков коридор затмений это всегда эмоциональная история. Очень сильная эмоциональная история это будет для раков первой декады, поэтому здесь, ребята, нужно прям отслеживать себя, свои мысли, то, что вы говорите, то, что вы делаете, для того, чтобы не наломать дров, потому что на кону здесь будут ваши партнерские отношения и, ну, я бы сказала, бизнес, ваши действия, ваша мотивация в будущем. И да, сентябрь задает очень такой хороший и мощный тон на всю осень. Я бы так сказала, чем вы качественнее пройдете этот сентябрь, тем менее напряженный будет октябрь и ноябрь, потому что там положение планет сохраняется, плюсом там еще добавляется у нас, конечно же, Марс в оппозиции с Плутоном, и эта история такая достаточно сложноватая, она тяжелая, и Марс будет в Раке в оппозиции с Плутоном, и эта история, когда обстоятельства будут очень сильно заставлять действовать. Поэтому здесь, дорогие раки первой декады, чем быстрее вы признаете себе в своих страхах, чего вы боитесь потерять, куда вы боитесь пойти и чего вы на самом деле боитесь, поэтому вы не реализовываетесь, да? Очень сильные вопросики, потому что это спрашиваю не я, кармические узлы, в принципе, коридор затмений. И он такой будет достаточно эмоциональный для раков первой декады. Для раков второй декады сентябрь будет продуктивный, точно так же, как, забегаю вперед, и октябрь, и ноябрь, но все-таки там энергия будет гораздо круче, да? Я бы так сказала, раки второй декады в этом сентябре штормить будет не сильно. Но, конечно, если в ваших натальных картах нет других каких-то указаний, потому что, ребята, еще раз говорю, это общий гороскоп. Если вы напишите мне свою дату, время и место рождения, то я отвечу на ваши вопросы, открывая вашу натальную и транзитную карту. А здесь я рассказываю общий гороскоп. Я надеюсь, все взрослые люди это понимают. Поэтому да, раки третьей декады, этот сентябрь будет таким, каким вы сами себе его придумаете, в прямом смысле. В начале сентября выстраиваете себе план, начинаете действовать и поднимаетесь. Как начнете сентябрь, так пройдет вся осень. И этот момент очень сильно для вас важен, для того, чтобы это время не пропустить. Потому что оно может стать либо продуктивным, либо никаким, а у кого-то даже может еще быть разрушающим. Поэтому, ребят, не разрушайте свою жизнь, идите вперед. У вас, кроме Плутона, который будет, я бы так сказала, убирать все лишнее, есть Нептун и Уран, которые говорят: давай делать нечто новое, творить, создавать, и будет классно. Поэтому, ребят, вот такой будет сентябрь для вас, и я желаю вам классного, продуктивного месяца, потому что даже для раков первой декады, да, несмотря на эмоциональные трудности, но это та история, которую вы на самом-то деле затянули, и вы сами это знаете. Поэтому чем быстрее вы себе признаете в своих страхах, в отношениях, в деньгах, в социальном статусе, тем быстрее эта история уйдет, потому что это всего лишь страхи.
Страхи, они, как правило, созданы для того, чтобы нас тормозить, потому что когда мы варимся вот на таком уровне, ну и окей, а когда мы поднимаемся, мы становимся более активными, более неуправляемыми, более свободолюбивыми, и мы начинаем создавать этот мир совершенно по-другому. Естественно, все самое стоящее не дается легко, придется преодолеть свои страхи. И скажу вам, что у раков первой декады должно все получиться. Ребят, спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного месяца и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.